Привет! Сегодня поговорим, когда пить витамины. Меня много раз спрашивали, в какое время пить пищевые добавки, поэтому в этом видео я расскажу, когда. На самом деле это не так критично. Это не слишком важно, за парой исключений. Но все же их прием можно слегка оптимизировать. Кстати, когда вы принимаете БАДы, они не влияют на ваш кетоз. Они не прерывают интервальное голодание, просто чтобы вы знали. Кстати, сразу две темы в одном видео. Итак, витамины группы В и витамин С можно принимать в любое время. Они в основном водорастворимые, кроме жирорастворимого аналога витамина B1, бенфотиамина. Его надо принимать с едой или жиром, чтобы он усваивался. Еще есть жирорастворимые витамины, такие как А, Д, Е, К или К2. Они лучше усваиваются с едой или жирами. Допустим, утром вы пьете bulletproof кофе, в нем есть немного жира. Тогда вы можете заодно выпить и эти витамины. Этот жир поможет их усвоить. Кстати, когда вы принимаете витамины D3 и К2, чтобы вывести из организма лишний кальций, будь то камни в почках, кальций в артериях, кальций в суставах и прочее, с ними нельзя сочетать молочные продукты. Молочные продукты исключаются, ведь вам не нужен лишний кальций. Вам нужно как бы создать искусственную нехватку кальция, чтобы витамины забирали его из мягких тканей. При желудочных проблемах вы пьете разные препараты, например, бетаин-гидрохлорид или яблочный уксус в таблетках. Пейте их прямо перед едой. Если вы пьете яблочный уксус в жидком виде с водой, то можете его пить в любое время без проблем. Если же концентрат в таблетках, пейте их перед едой. Пищевые ферменты прямо перед едой. Если вы пьете очищенные желчные соли для поддержки желчного пузыря, их я советую пить после еды, потому что это щелочь. И если пить их до еды, мы нейтрализуем или ослабим кислотность желудка, что нежелательно. Соли после, остальное перед. Если вы пьете препараты зелени, многие пьют их по утрам, это абсолютно нормально. Если хотите поэкспериментировать и чуть усилить их усвоение, можете пить их вместе с едой или даже вместе с bulletproof кофе, потому что в нем есть жир. Одни из главных фитонутриентов — каротиноиды, жирорастворимы. Хлорофилл тоже жирорастворим. Так что, если вы добавите жира или примете их с едой, вы усвоите из них больше фитонутриентов. Это мелочь, но я хотел о ней рассказать. Травы. Есть много травяных средств. Их можно пить в любое время. Травяной чай тоже можно в любое время. Электролиты. Они лучше идут на голодный желудок, когда кислоты больше. Кислота нужна для усвоения микроэлементов. Когда вы принимаете, например, карбонат кальция, а он щелочной, он заберет часть кислоты. Так что, если вы пьете кальций, я, в принципе, не советую пить карбонат кальция, но вообще не стоит принимать кальций перед едой. Этим вы уменьшите концентрацию желудочного сока. Если пьете кальций, пейте его прямо перед сном. Но электролиты на голодный желудок идут отлично. Опять же, если хотите, можете пить кальций перед едой, ничего страшного. Проблемы с усвоением кальция в основном могут быть у тех, у кого в желудке недостаточно кислая среда. Пробиотики. Пробиотики нужно пить прямо перед сном. Еще я забыл про один БАД. ЭДТА — это хелат. Также есть ИП-6 — это еще один хелат. Хелаты нужно пить на голодный желудок, не совмещая с микроэлементами. Подождите 1,5 часа после еды или приема других БАДов, прежде чем принимать хелаты. И после хелатов до микроэлементов тоже подождите 1,5 часа. Пусть хелат пройдет через тело и выведет то, что вы хотите вывести, будь то тяжелые металлы или железо. А затем вы можете принять микроэлементы и восстановить их. Итак, хелаты на голодный желудок. Это все. Спасибо за просмотр. Ребята, короткий анонс. У меня есть новый план здорового кето. Зайдите на мой сайт, он прямо на главной странице. Ссылка в описании. Скачивайте, он бесплатный. Попробуйте.